Всем доброй ночи, дорогие друзья. Вы видите перед собой камень, нарисованный на камне глаз. Кроме всего прочего, ткань, кусок черной ткани и черная лента из той же ткани. Это воск. Нет, не страшно. 3 восковые свечи. Алтарь черный, темные свечи. Вы можете поставить восковые свечи. Это для простых людей. В нашей жизни чем ярче человек, чем талантливее, чем востребованнее, чем интереснее, тем больше ненависти, злости, зависти, беспочвенной агрессии к этому человеку. Дорогие друзья, было время, когда Некрасов был очень известен и востребован. Его произведения читали всюду, заказывали его книгу все уважающие себя, скажем, дворянские роды, богатые люди. Его издавали, о нем писали газеты, и его современники ужасающе ненавидели его. Хотя в число этих завистников входили люди, которые неплохие были, скажем так, поэты, писатели, публицисты. Они тоже в своем роде были очень известны и не бедны, но у них вызывала ненависть и зависть тот факт, что человек хоть и дворянского был происхождения, но, как его называли, выскочка, непонятно откуда появившийся, который завоевал такую любовь народа. Газеты внезапно стали издавать якобы отзывы читателей, которые были на самом деле заказные. После его смерти было это все раскрыто. Такая была ненависть и за глаза, и то есть в собраниях желали ему смерти ужасающей. Писали, что будут доводить его всеми способами, методами, исключали его из определенных кружков, из собраний писателей и поэтов. И в конце концов его такая чувственная душа не выдержала, и он слег. Он слег с онкологией, злорадствовали, писали, что наконец-то он получил по заслугам, и что они счастливы, что он дохнет, прямо так. И знаете, что интересно? Те люди, которые так его ненавидели, в итоге все умерли от онкологии в жутких мучениях. То есть то, что они с такой ненавистью, с такой завистью и с таким желанием видеть его в гробу высказывали, это все обернулось против них самих. И все эти люди друг за другом ушли разными онкологическими заболеваниями. Ненависть к нему была настолько велика, что даже после его смерти выкопали его любимую собаку, труп любимой его собаки, и раскромсали. И тот, кто это сделал, гордился собой и говорил везде, что даже собаке Некрасову не дали спокойно, значит, уйти в мир иной. Вы можете представить, насколько может быть жгучей, насколько может быть яростной зависть и ненависть людей к людям, которые впереди них, к людям, которые талантливы. Ненависть и зависть свели в могилу Айседору Дункан. Они писали всякое, злорадствовали. Когда ее дети вместе с няней утонули, а произошло это так, что водитель вышел посмотреть, какая проблема у машины, которая не ехала, остановилась возле реки Сена. И машина скатилась в реку с ее, то есть малолетними детьми и с няней. И они не спаслись. И до конца жизни она сходила просто с ума, некоторое время отдавалась алкоголю, потом приходила в себя, брала себя в руки, и ее единственная надежда была в том, чтобы родить еще одного ребенка и
как бы пережить этот момент. Но ребенок ее, третий ребенок, родился мертвым, и, собственно говоря, ее надежда на этом закончилась. В скором времени мы знаем, что ее постигло. Зависть – это ужасающее чувство, чувство собственной неполноценности. Люди, которые могут контролировать свою зависть, они уже доросли духовно, они сильные личности, они действительно личности состоявшиеся, потому что у каждого человека возникает чувство зависти. Но человек зрелый, сильный себя тормозит и останавливает. Останавливает и как бы приводит себя в норму. Человек зрелый духовно уже, знаете, на высоком уровне, на высокой планке, он говорит себе: это не у меня отобрали, это не мое забрали. Если я просто тоже хочу так, я должна просто на примере этого человека также подняться, и у меня тоже получится. Это человек зрелый, это человек уже духовно выращен, извиняюсь, уже как бы духовную планку достигший, который может себя контролировать и привести в порядок. Дорогие друзья, зависть ученые называют рак души. Этот рак души охватывает всю душу и уничтожает. Через это чувство приходит определенный демон. Это один из самых злобных демонов, который овладевает человеком. У человека начинается сумасшествие. Одержимость тобой, ненависть к тебе настолько жгучая и настолько беспричинная, но она настолько опасная, и настолько много посылов, настолько много желаний нагадить на твое имя, на твою жизнь. То есть всеми методами, способами. Были известны случаи, когда люди на улице просто накидывались, пытаясь навредить. Когда люди, зная, что их снимает камера, могли подойти, значит, и разбить вдребезги машину, даже зная, что их за это поймают и как бы оштрафуют, а может и посадят. Оно настолько овладевает человеческой душой, вот этот демон злобы, да, что человек уже не контролирует себя. Он не понимает, как он выглядит ужасно, как он выглядит смешно где-то, как он выглядит свирепо и нездорово со стороны для людей. Он этого не осознает. У него единственное желание, чтобы вас на земле не было. Просто физически, чтобы вас не было, поверьте мне. Не то, чтобы увидеть вас, скажем, сломленным, там, бедным уже, да, уже таким несчастным и никчемным. Нет. У таких людей одно желание – довести вас любыми способами. Сплетнями, злобой, ненавистью, порчей, желанием зла. Они могут нашептать. Вот есть человек, например, на балконе сидит, смотрит, сосед пошел в красивой куртке, одетый весь, да, и пошел к своей дорогой машине. А у нее муж алкаш, который валяется сутками, бьет ее, забирает деньги, и она несчастлива. У нее внутри ужасающая бездна, боли, отчаяния. И она может вот просто в спину ему пожелать столько всего зла. Спрашивать, почему? Потому что ей хотелось бы, чтобы у нее рядом был такой мужчина, такой сильный, такое плечо, а нету его. И пусть он сдохнет, чтобы у него было вот так-то. Поверьте мне, может быть настолько сильный посыл этой ненависти, что человек может разбиться. И вот зависть – это еще одно проявление порчи, но это такая вещь, когда специально не делается, да, специально не ходишь. Ну, есть, конечно, некоторые моменты, когда специально зарывают твои фотографии, там что-то начитывают. Мы сейчас говорим не о порче, мы сейчас говорим о посылах вот этих ненавистных. Эти ненавистные посылы могут простого человека привести к болезням, могут закрыть дороги, могут закрыть денежные пути. До такой степени, друзья мои, что могут домашние животные заболеть, они могут вести себя неадекватно, они могут агрессировать,
У вас дома начнут разбиваться предметы, потому что этот сгусток отрицательной ненавистной энергии, который идет прямо потоком на вас, он способен очень многое поганить. Вот у вас ни с того ни с сего блюдце перевернется, разобьется. У многих были такие моменты в жизни, особенно после ругани дома. Вот вы чувствуете, что у вас дома начинается какая-то нездоровая обстановка, какая-то ругань, какая-то ненависть. Вам не хочется прийти домой, до такой степени стены давят. Вы чувствуете, что над вами прям сгущаются тучи, все начинают с вами ругаться, и вы со всеми ругаетесь, у вас начинается агрессия, ненависть ко всему живому. Это все вот эти черные посылы, которые на вас направляются. Не обязательно быть миллиардерами, не обязательно быть, не знаю, любовницами королей, чтобы вам завидовали. Поверьте мне. Вам могут завидовать просто потому, что вы талантливый человек. Просто потому, что вы, пройдя какие-то трудности в жизни, не сломались. Вам могут даже за это завидовать, понимаете? Вам могут завидовать за то, что вы отдаете душевное тепло людям. Вам могут завидовать, что у вас хороший ребенок. Вот поверьте мне, зависть может быть, ну, по-всякому. Я помню женщину, которая мне говорила все время, когда... У меня в садике еще был сын. Мы пошли туда, и у меня ребенок то стихи рассказывает, то медведя изображает, то еще чего-нибудь. Талантливый мальчик. И она мне столько раз сказала: ой, как я вам завидую, а мой-то оболтус, дурачок, ничего не может, даже стихи не запоминает. Ой, у вас сын на зависть. Понимаете, все время это повторяла, мне было это неприятно. Ничего не случилось, поскольку вы знаете, что я человек непростой, и до меня это не долетает. До меня не долетает, может долететь до моих предметов. Поверите, может предмет треснуть дома, вот просто так, ни с того ни с сего, на глазах. И ты понимаешь, что начинается вот этот посыл ненависти к тебе, ненависти. Лучше это снимать, лучше это убирать. Даже если вы сильный практик, уверены в себе, время от времени вам этот независливый, то есть завистливый, извиняюсь, поток энергии и ненависти, отправьте им обратно. Этот ритуал основан на ритуале моей бабушки. Но я немножко доработала, я немножко делала слова, многие слова из ее заговора. Но поскольку я напрямую не вправе это передать вам, я немножко видоизменила, чтобы получилось, что якобы как бы я дарю не ее заговор, а свой. Понимаете? Ну, опасно, немножко наказуемо, что я отдаю вот такие вот заговоры своих предков. Я за это несколько раз по шапке получала, и я знаю, что это такое. Поэтому я немного видоизменила. Где я видоизменила, говорить не могу. Но, прочитав весь этот заговор, вы уже очистите себя от черного сглаза. Вам станет настолько легко и хорошо, вы даже представить не можете. Для людей практикующих это очень сильно просто повлияет и очень сильно пойдет обратный удар. Для людей простых точно такой же удар пойдет обратно, если они это сделают для себя, да? Но время от времени нужно будет повторить. Но для практикующих людей проведение этого ритуала, для врагов практикующего человека очень чревато. Оно идет такими посылами, что сразу просто косит. Больницы, там аварии, денежные потери, жуткие вещи. Потому что ее сила, она несравнима с силой простого человека, согласитесь? Но для простого человека этот ритуал даст не менее сильные результаты. На некоторое время совершенно заткнутся. Начнутся проблемы, закроются денежные дороги, начнутся у них непредвиденные расходы. Столько будет бедствий, что им уже будет не до вас. И самое интересное прелесть, что они даже не поймут, откуда это. Потому что человек, когда завидует, ненавидит, он вот это все это послал, стало легче, забыл, переключился на другого, туда послал, стал. И он даже не знает, откуда удар-то идет. Но удар идет. Для этого моя бабушка брала камень. Нужно было углем начертить глаз на камне. Я начертила маркером темным, черным маркером, не имеет значения. На камне чертили глаз. Капая воск,
вот эти все 3 капы читали. Вот сколько вам нужно будет, да, дочитывать. То есть на 3 свечи, чтобы хватило. Если свеча 3 закончится, вы дочитаете просто уже, который начатый заговор. В конце нужно это все завернуть в черный материал, завязать вот этим же черным шнурком. На следующий день, ну точнее ночью делаете, днем относите, отнесите к воде, к стоячей воде, то есть к воде, к пруду или там к озеру и так далее. Кидайте туда определенными словами, я вам скажу какими. И удар пошел обратно. Вам станет очень легко, просто вы почувствуете это. Люди, у которых не получится сделать, да, предположим, значит, у них более серьезные проблемы, значит, их уже заказали и делают более страшные вещи. Но в основном, в принципе, у простого человека должно получиться. Если это зависть, это только зависть людей, если это посыл из зависти, оно уйдет ударом обратно, вам полегчает. Каждый раз, когда над вами тучи сгущаются, вы чувствуете, что просто душит со всех сторон, это ненависть и зависть людская. Проведите этот ритуал. Просто камень, любой камень найдите. Нарисуйте на камне глаз, капая воском на камень. Это не лить воском, это совершенно другое. Вы закрываете этот глаз, вы как бы вредите глазу, который на вас смотрит с завистью. После со всем этим воском, с этими огарками свечей, все, что осталось, завязать в узел и в течение этого дня отнести к пруду, к воде, которая стоит. То есть обязательно, это обязательное условие. Это не река, это не какой-нибудь там текущая вода. Это вода, которая стоит. И как только это будет брошено в воду, удар он уже и так пойдет, но окончательный удар и начало работы будет, когда вы кинете воду. То есть камнем кинет эта зависть под воду. И вам так полегчает, что вы сами удивитесь. Даже те люди, которые думают, что им нечему завидовать и не надо, но чувствуют внутри какую-то тяжесть, проведите, это не лишнее. Проведите, и вы убедитесь, что каждой яркой личности завидует, и очень смертельно завидует, я бы сказала. Итак, начнем. Берем свечу, зажигаем. У меня черные свечи, вы можете взять восковые свечи поставить. И если у вас будут восковые свечи, подождите, пока они догорят тоже. И все это вместе кинете в мешочек. Капаем и говорим. Видите, даже потухает до такой степени, она сильная, что уйти не хочет. А придется. Оля Якши и черт-рыцарь придет, покружит, на алтарь сядет, мне в подмогу, поспешит к моему порогу. Если свеча начинает коптиться, это энергетика. Вот эти все сгустки, которые есть у вас дома, они все собираются в этот воск и капает на глаз. Понимаете? Вы эти все сгустки с дома собираете, то, что на вас идет, на ваших близких, на ваш дом, на ваше имущество, на все. На все, что предмет зависти. Неважно, сколько там людей. И когда свеча начинает коптиться, и тем более начинает агрессивно гореть, это говорит о том, что собирается вся эта сгустка энергии сюда, на камень. Черной ночью, черный глаз, колю, воск жгучий на глаз завистливо лью. Черная зависть, ненависть недругов, соберись воедино, лейся через воск. На камень алатырь, под камень уйди, навек пропади. Ой, я черная зависть, ой, я людское зло, сгорело, сгорело и обратно пошло. Теперь смотрите на моем примере, какая агрессивная свеча в моем ритуале. Ведь я с себя в данный момент снимаю, даже если показываю вам, да, как эксперимент. Продолжаем. Лопни, глаз злобный, и сохни, завистник, зачахни и сдохни. Злой ненавистник, черной ночью, воск плачет. Восковой слезой зависть черная чахнет и сохнет,
а завистник и сдохнет. Иди воском, и сжарься огнем, иди под камень, алатырь. Будет такое ощущение, что вы холодеете. Такой холод наступит, спокойствие, как из плеч уйдет груз. Легче становится сразу же, и очень становится легче. Сомкнись, черный глаз, вот тебе мой наказ. Кто завидует мне, тот в гроб ложись, то ли лишись, и ссохни, и сдохни. По миру пустись, меня не коснись. Сгори, черная зависть. Кто тебя послал, кто тебя обратно, тот тебе обратно себе прибрал. Изо рта твоего вышло, да тебе же вдышло. Ненависть обратно отправься. Чернота к пославшему направляйся. Иди, иди на камень сойди. Под камнем навеки пропади. Вернись стрелой обратно. Вернись им бедой во 100-кратно. Оля Якши и черт-рыцарь, вот тебе мешок. В мешке черный глаз спрятан. Забери. Да пославшему обратно отдай. Навеки им передай, да 100 раз сверху добавь. А меня от зависти, от черного глаза избавь. Да будет так, да будет так, да будет так. Заклято, 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 навеки заклято. Истинно. Остальные 2 я еще сделаю, а пока вам объясню. Потом это все собирается в мешок, завязывается черной лентой. Уносите в течение дня, топите, кидаете в прорубь или в пруд и говорите: утонул глаз черный, да зависть людская, и им обратно стрелой вернулась. Да будет так. Кидайте 13 монет одинаковых. Десятки это будут, 5 это будут, 13 одинаковых монет. И говорите: откупаюсь, отвернитесь и уходите. И вы увидите, что будет твориться в жизни тех людей, у которых к вам жгучая ненавистная зависть. Я им не завидую. Всем удачи!